Всем привет, дорогие друзья, с вами Евгений Чайвай Чайка, и сегодня я покажу раунд матча против Virtus.pro, группового этапа DreamHack Masters Malmö 2017. Атака на сайт B Inferno с изменением карты не стала более красочной с точки зрения раскида. Но теперь держать эту точку стало намного сложнее за счет нового скайбокса. Эта особенность усилила важность фейк-активности Т-стороны, потому что игроки защиты теперь чаще ретируются и находятся вне позиции. Данный раунд – идеальный пример того, как важен подсчет смоков противника, рефраги и ловля КТ на перетяжке. В непростой ситуации, которая сложилась после дефолта на Б, важную роль сыграла синергия Флейми и Симпла. Костылев через андерпас выходит на контроль вилки. После откида флэш он переходит выцеливать банан. Симпл комбинирует гранату с прострелом на случай, если КТ занял в упоре. Далее он отвечает за выход с двойки, пока их не изолируют смоком. Симпл сразу же уходит на позицию раскида, ожидая команды капитана. Дым летит на зелень, а флэш глубоко на 3, чтобы ослепить отвернувшихся от дефолтных флешек КТ. Симпл забирает противника после рассеивания своего же смока и уходит в банан, где сначала делает минус в параллельном выпаде с Флейми, а потом, оставшись 1 на 1, забирает последнего игрока защиты, который пытался фейкануть. Флейми начинает раунд со второго мида и хае в окно. Далее в сплите с Эдвардом занимает апартаменты. К середине раунда Флейми отбрасывает смог для изоляции лонга, флэш на вилку и молотов под навес. Он выходит на Б, контроля темный и выполняя роль рефрагера. После ухода Симпла на банан Флейми отвечает за КТ, где и делает минус на ретирующемся поляке. Далее он уходит за Б2, чтобы разменять Зевса и Сизда, но АВП с рукава перетянулась к тиммейту, и Флейми это читает, делая выпад на зелень на пару с Симплом. К сожалению, они выбирают одну цель, и Егор уходит в размен. Зевс сперва сейвово контролит поджим с банана. Потом под прикрытием АВП чекает ближние позиции и откидывает дым на зелень, чтобы спровоцировать защиту на ответную изоляцию. После смока от КТ Зевс проверяет дальние и дает команду готовить раскид. При выходе накидывает флэш в упор и огонь в темную. Прочекав Б1, Зевс прикрывает установку С4 и получает летальный урон от снайпера противника. Сизд сперва сейвово прикрывал пуш с мида, пока Симпл не вышел с андерпаса. Далее он готовит флэш, под которую Костылев откроется на банан. Сизд дает гранату на двойку и занимает бревна, пока КТ их не отрезают. В раскиде Денис кладет дым на катушки и поджигает Б2 и Б3. Под прикрытием Флейми и Зевса ставит С4 на дефолте и уходит на упокой в попытке поймать рукав. Эдвард под хае чекает бойлер. Затем открывает ковры на пару с Флейми, проверяет шорт под флешку и уходит на банан. Эдвард оставляет свои гранаты для изоляции точек ретейка, но выходя на плент первым, он мгновенно получает в голову. Как вы видите, даже если карта не может предоставить разнообразие тактик в раскиде какой-то точки, это не значит, что ее нужно игнорировать. Для комфортной командной игры на Б-пленте Inferno делайте упор на взаимопонимание между тиммейтами, правильных индивидуальных решениях и хладнокровно идите по заданному вами пути. Ну а опыт, который вас приблизит к цели, вы можете получить именно с таких разборов ключевых раундов. Так что подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски, и увидимся через какое-то там количество времени.